Всем привет, друзья! Герой этого выпуска уже появлялся на нашем канале. Последний раз мы виделись с ним 4 месяца назад, когда он попрощался с главным клубом в своей карьере. Его зовут Иван Сухарев, и сегодня он расскажет нам, есть ли жизнь после Нави. У меня сейчас, когда произошли перемены, когда меня кикнули, у меня, конечно же, там стресс из-за того, что жизнь меняется. И мне захотелось взять хотя бы 2-3 недели, просто послушать свой внутренний голос, взять паузу, перерыв. И я думал о том, чтобы куда-нибудь рвануть, что-нибудь. Первый раз в жизни у меня появилось 2-3 недели. Но, что бы вы подумали, когда я ощутил эту всю свободу выбора, меня начало тянуть играть еще больше, чем раньше. Потому что я стал играть не потому, что мне нужно кому-то угодить, соответствовать, а потому что я просто люблю играть. Конечно. И меня как понесло, я начал какую-то силу такую чувствовать в игре индивидуально. В итоге ребята попросили помочь на 3 месяца. Ну я так помогаю, мне так понравилось с ними, мне все они так нравятся, что я думаю, может я тут вообще останусь. Мы в Харькове. Наконец-то мы к тебе приехали сюда. Ты давно здесь уже осел? Ну вот я уже как с пару месяцев, наверное, нахожусь в таком отпуске. Впервые за долгое время. И как тебе? Вот это вот местная, вот спокойная, размеренная харьковская жизнь. Недавно я начал себя ловить на мысли, что мне что-то хочется делать. Что мне появляется время, и я уже даже начинаю размышлять, как его задействовать время, на что его потратить. То есть хочется что-то делать. Вань, смотри, в Харьков ты вернулся до этого, проведя 3 месяца в Москве. Как эти 3 месяца прошли? Маш, я не провел 3 месяца в Москве. Я был, технически. Да, я играл за Винстрайк и был на, по-моему, 2 или 3, я уже даже запомнил, буткемпах. Вот. Продолжительность около 10 дней каждый, соответственно, может, месяц я и пробыл в Москве. Да. Так что вот формат моего перемещения, он был вот таким. Ну, я имею в виду, технически 3 месяца до того, как вернуться в Харьков, ты находился в московском клубе и московской организации. Да, вот как играл. эти 3 месяца прошли? Эти 3 месяца прошли по-разному. Для меня это был очень ценный опыт капитана команды, когда я на себя брал ответственность во многих аспектах игры, в которых раньше не брал, в которых раньше не знал вообще, что это такое. Поэтому я посмотрел на игру с другой стороны. Это интересный опыт. Ну ты сам как можешь оценить результат своей работы в Винстрайк? Сложно себя оценивать со стороны, я не могу как-то оценить, я просто вот свои ощущения тебе передаю. Мне это было интересно. Я местами не дорабатывал, понимал, что сказывалась хроническая усталость, которая накопилась там за последнее время, сказывалось еще какие-то факторы. То есть я не дорабатывал, мог бы лучше, конечно, там где-то, но то, что происходило, мне очень часто нравилось. Понимая то, что я добился в определенный момент в Нави, какого статуса, что я играю в этой команде, я не мог себе позволить, даже чувствуя какой-то душевный дискомфорт, я не мог себе позволить сказать: гори оно все огнем, я пошел. Ну, я не сказал, хоть я и мог хотеть это сказать. Я не сказал. Поэтому, видимо, побоялся, видимо, привык к тому, где я находился. То есть я жил в определенных иллюзиях относительно себя и того, где я нахожусь. Соответственно, эта вся ситуация, она как будто разрушила мои иллюзии и дала мне свободу, высвободила меня. Когда ты начал понимать, что в текущем составе для тебя места не остается, назад дороги нет вообще? Ты про Нави? Да. Ты знаешь, это происходило постепенно, и не было какого-то определенного момента. И я не то чтобы чувствовал, что мне нет места в этой команде. Нет, это не так проявлялось. Я чувствовал, что все, что меня окружает,
то, как все происходит, ну, мне не нравится просто. И я понимал, что я не могу выкладываться на 100% всегда. Я не чувствовал вот этого вот внутренней такой стабильности. Были периоды, когда я чувствовал класс, все, я играю, мне нравится играть, вот моя команда, там, все меня устраивает, мне все нравится. Но эти периоды, они были короткие, а там потом шли много турниров подряд, когда было ощущение такого, ну вот очередной турнир. У нас были разговоры об этом, которые, кстати, лично для меня, они оказывались какими-то такими ключевыми, после которых мы начинали выигрывать турниры. Я просто помню, мы в 2018 году подряд выиграли 3 турнира и начали с киевского StarLadder. А вот турнир начался, кстати, с серьезного разговора. По крайней мере, я могу сказать за себя. Я начал чувствовать, что я могу выкладываться. Я выкладываюсь в такой атмосфере. Вот. Но такая атмосфера продлилась там каких-то 3 турнира, и то на 3-м турнире я уже начал чувствовать какую-то зажатость. Конечно, если команда не работает, если команда не выигрывает и не побеждает, то надо что-то менять. Это как бы первое, к чему приходят вообще все руководители каких-то коллективов, или надо что-то менять. А что менять? Нужно как бы от кого-то избавляться, кого-то нового приобретать. Вот. Ну и ты смотришь, допустим, кто проседает, кто выпадает. А я действительно чувствовал, что я проседаю, я выпадаю. То есть сам о себе я могу думать, что я круто разваливаю, там, классно играю. Но я сажусь играть в команде, и вот каждая тренировка не в радость. И я выпадаю, то есть, я не могу этого отрицать, это факт, я выпадаю. Соответственно, это все произошло так, как и должно было произойти, вот, максимально хорошо для всех. Ну а как сам процесс выглядел? Как тебя кикали? Кто сказал? Как это произошло? В какой день? Это был турнир, который мы проиграли, мы не вышли из группы, проиграв, по-моему, Heroic в Лондоне. Вот. И было очень плохое ощущение, вот просто ужасное, мерзкое какое-то ощущение. Мы шли пешком в отель, вот. Ну а потом как бы говорят, что надо пообщаться. Вот. Ну я все понимал, предчувствовав это все. И потом мне Женька сказала, что Ванька, тебя хотят кикнуть. Вот. Ну, я понимаю, хорошо, ребят, давайте, возьмите Бумыча. Я так понимаю, что, в принципе, рокировка Эдвард Бумыч была, естественно, очень внезапной, и ты как-то, возможно, импульсно достаточно принял решение стать капитаном Винстрайк, попробовать это сделать. Оглядываясь назад, ты не думаешь, что ты поспешил? Может быть, ты не в самый подходящий момент в жизни организации пришел туда капитанить? Может быть, в слишком молодом составе ты оказался? Может быть, ты бы не согласился, если бы подумал подольше? Да, реально так и было. Я подумал, что, наверное, поторопился, и решение это было такое, честно говоря, импульсивное, это верно. Просто хотелось поиграть, учитывая, вот я же рассказал, как мне было сложно иногда переживать тренировки в Нави, потому что было плохое ощущение после тренировки. То потом, когда ты уже освободился от этого всего, тебе хочется делать то, что ты любишь. А я люблю играть. И, соответственно, вот мне предложили играть. Я думаю, почему бы и нет? Вот. То есть, хотя сейчас уже через время я понимаю, что, наверное, грамотно было бы просто где-нибудь бы поотдыхать какой-то период времени, расслабиться и вообще не думать об игре. Ну да, было так. В этом выпуске мы периодически возвращаемся к материалам из нашего фильма про Нави. Именно во время его съемок мы ездили к Ване на буткемп Винстрайк. А еще в том самом фильме я рассказывала, как вы можете сделать свое увлечение киберспортом профессией. Тогда в университет Синергия поступили сотни заявок от абитуриентов, и это значит, что вы прислушиваетесь к моим советам. Ну, предположим, с образованием понятно, а что если вы решили не просто стать профи, а построить собственный бизнес, причем не только в киберспорте, а вообще в любой сфере? Тут у меня снова есть для вас совет. Министерство экономического развития Российской Федерации запустило новое образовательное шоу, которое будет полезно и тем, кто только собирается стать предпринимателем, и тем, кто уже занимается своим бизнесом. Вам туда! Сегодня им предстоит супер задание. Я считаю, это одно из самых сложных заданий за всю реалити. Реально,
на какое испытание Ну, может логично, быть? бизнес-план мы составили, сейчас Продажи, переговоры. маркетинг. Продажи, маркетинг, там сайты, что это будет, хрен его знает. Нужно за одни сутки найти себе человека в команду. Должен быть только незнакомый человек, который придет с типа HeadHunter или прочих других сервисов по поиску. Должен прособеседовать, пригласить минимум 3 кандидатов, выбрать одного, чтобы он вышел тебе на работу. Договориться с ним, подписать трудовой договор. Это шоу поможет разобраться, какие инструменты и технологии развития своего дела работают в России. И это не просто сухая информация, это реальные кейсы с примерами и советами экспертов. Эксперты стартап-реалити – это опытные ребята, которые уже прошли большой путь в бизнесе, выстроили свои империи и даже оказались в списке Forbes. Кое-кто, кстати, тоже есть в этом списке со своим скромным проектом. А я, между прочим, и подумать не могла, что наш YouTube станет таким серьезным занятием. Так что задумайтесь, не стоит недооценивать свои увлечения и страсти. Пора превращать их в дело своей жизни и подписываться на канал «Мой бизнес». Следите за исходом шоу, впитывайте знания и не забудьте пройти по ссылке в описании. А мы возвращаемся в Харьков к деловому человеку Ивану. Зевс объявил официально, что он закончил карьеру игрока. Ты не объявил официально, что закончил карьеру игрока. Значит ли это, что ты еще не наигрался? У тебя еще есть Это значит амбиции? просто, что у меня все через жопу, а Даня делает четко, грамотно. Почему? Ну, потому что он как-то, знаешь, он человек, который следит за своей Идейкой. фигурой публичной. Он как бы четко распределяет свои как бы шаги и информацию. Вот я озвучиваю это сейчас, а там, через месяц я озвучиваю это, потому что так надо, потому что он в этом разбирается, и я клал на это все всегда. То есть это сейчас я уже, оказавшись уже 2 месяца не играя ни в какой команде, я уже понимаю, насколько он дальновидный был, знаешь, насколько он готовил вот эту подушку каких-то проектов, дел, которые он будет делать после того, как закончит играть. И тогда, когда я был с ним игроком еще, я часто его за это как-то пенял, на это ему осуждал, даже говорил: Даня, задолбал, значит, на все вот это распылять свою энергию на все вокруг. Давай сосредоточимся на КСе, давай выиграем турнир. Ну, как бы, это какой-то юношеский максимализм, эгоизм, что угодно. Но вот я такой. Сейчас я уже с пониманием отношусь к тому, как он себя все это время вел. Понимаешь? Вот. Именно по этой причине он грамотно может, там сказать, анонсировать свой ретайрмент. А я как бы вот такой. Но Вот так вот. смотри, Я только сейчас начинаю понимать, как все это работает. тем не менее, это Да. значит, что у тебя еще не поставлена эта точка официально, и у тебя типа есть да. еще, да, окошечко вот это. Значит ли это, что ты еще будешь сейчас пытаться продолжать свою карьеру игрока, или уже ты начинаешь думать действительно в другом Слушай, направлении? ну, само собой так начало получаться, что ко мне много интереса не как конкретно к игроку, а к человеку, у которого есть сумасшедший опыт уже в этом всем. И я могу поделиться своим опытом, создавать какие-то вещи в киберспорте, школы, академии, я не знаю, команды профессиональные, там даже тренером быть, может быть. Вот ко мне больше такого интереса, и я просто этот интерес подпитываю, который ко мне идет. И сам уже начинаю иногда верить в то, что я себя как игрок уже, наверное, не вижу. Но вот есть же такое, знаешь, что ты любишь делать. И я иногда даже дома, вот когда я в Харькове иногда, во-первых, я слежу до хрена за КС сейчас. Я смотрю все чемпионаты, мажор в Берлине, все турниры, я смотрю там матчи, смотрю до сих пор демки дома. Захожу сам иногда шпилить. Мне даже интересно вот каких-то малых пацанов потестить, просто посмотреть, как они играют. Я специально захожу, играю с ними и просто смотрю на то, что они в игре понимают. И параллельно, сам того как бы не желая, я сам расту и развиваюсь в каком-то определенном смысле в индивидуальном мастерстве. То есть это как бы естественный процесс без, знаешь, без плана того, что вот у меня, значит, тренировки пошли. Нет. Иногда хочется поиграть. Может быть, это сильная привычка с детства, потому что я всю жизнь играю в Counter-Strike и не могу себе просто сказать, что я не играю. Это как бы, страх, наверное, да, вот закончить. Может быть, это из-за этого. А может быть, все-таки я еще буду играть. Я могу закончить играть, и у меня будет множество вариантов собственного развития, собственного роста внутри этой сферы. Она меня приняла уже так или иначе, эта сфера.
у меня есть имя, я могу делиться своим опытом, знаниями. Хули мы не едем? Да, я на контракте с организацией Нави, но это больше формальность на самом деле, потому что мы с Жекой поговорили, и он, если я, допустим, захочу или мне будет какое-то предложение, я уйду из команды, ну, в смысле, не из команды, а из Нави, то он меня как бы легко отдаст, там не будет никаких препятствий этому. Но формально я на контракте, да. Есть предложение продолжить работать с Нави в этом направлении. Ну, это круто. Просто Нави для меня это мой дом, в котором я вырос. И работать там тоже круто. Но мне почему-то хочется свое. Даже так? Да, мне почему-то хочется свое. Но я думаю, что Нави все равно как бы имеет смысл как опыт, как какой-то опыт создания организации, вот какой-то академии, школы, вот этих всех процессов, методологии. Это все-таки возможность большая работать. Я просто вижу в целом, как должна выглядеть концепция академии, по крайней мере, Не, на самом деле и по доте, и то вообще, как надо родителей ставить в известность о том, что будет с их детьми происходить после школы на протяжении там нескольких часов, чтобы они не пугались о том, что можно там ребенок будет играть в компьютерные игры и станет дураком или дебилом, хотя не исключено. Но хотелось бы просто честно рассказать о всех побочных явлениях профессии, про геймера. Мы все в компьютерные игры играем не потому, что мы там суперсильные люди, а потому что у нас есть какие-то страхи, о которых ты забываешь, если ты чемпион там, в мире виртуальном. Там у тебя много фанатов, ты там всесильный, лучший. Соответственно, это твоя зона. А реальная жизнь, она устроена немножко другим образом. И вот у меня всегда было, по крайней мере, вот это вот отторжение какой-то публичности, медийности, каких-то интервью. То есть мы разбалованы своим, у нас достаточно большие зарплаты, чтобы позволить себе не волноваться о какой-то медиа, да? Ну, хотя это тоже относительно. Ну да. Вот. Но мы просто не знаем того среды, в которой находимся. Мы живем в своем внутреннем маленьком мире про игроков. Вот. И часто очень, знаете, как относимся к организациям, в которых играем, вообще к соревнованиям, к турнирам. Относимся очень-очень Отрешенно? нелояльно, знаешь. Да. Вот, мы там от этого можем вести себя хамски и так далее. А это не просто потому, что ты хам, а потому что, вот так вот есть. Вот такая вот условия твоей матрицы восприятия, они таковы, в принципе. Тебе чужды. Ну, ты не понимаешь, зачем тебе это надо. Вот зачем мне нужно, допустим, кому выгодно показаться на телевидении, им выгодно меня там видеть. А ты не думаешь о том, что это может быть взаимовыгодно или выгодно тебе. Ну, вот понимаете, о чем. С этих условий деньги получаешь потом со своей условно говоря, да. Это все влияет на на формирование твоего отношения к твоему делу. Все вот понимание процессов, это влияет. Соответственно, это как отдельный предмет для преподавания с ранних лет. Потому что мне никто ничего этого не объяснял. Я просто играю в Counter-Strike. Вот что я делаю. Ну вот сейчас ты не играешь в Counter-Strike на профессиональной сцене. Ты осознал, что на самом деле происходит? Начинаю осознавать. Начинаю только понимать, узнавать, как функционирует рынок киберспорта. Вот. Я только начинаю это делать и иногда удивляюсь масштабам, иногда ужасаюсь даже непрофессионализму. Много всего на самом деле происходит, и я понимаю, уже складывая все эти вещи, понимаю, что так везде вообще. В мире киберспорта достаточно, вот у нас в Counter-Strike очень процветает вот такое вот отношение, если честно, небольшого такого похуизма, расхлябанности. Все прилетают на турниры, чувствуют себя свободно, выйти на курилку, пообщаться с одним,
пофаниться с другим, потом провести там свое время так, сяк, иначе. И я же летаю на эти все турниры, мы все прилетаем в один день, заселяемся в один отель, вылетаем из одного аэропорта. И я наблюдаю за тем, как себя разные команды ведут, как они проводят время. И только чемпионы, только те, кто могут действительно претендовать на статус тех, кто меняет все в игре, за кем идут, кто создает мету, как бы законодатели моды, только они ведут себя обособленно, ведут себя отрешенно от всего остального. Они сосредоточены на своем конкретном личном графике, командном. Ты можешь кого-то из их команды заметить, который может выйти там на курилку, он быстро оттуда уйдет. Максимум привет-привет, пока-пока или пару слов. А все свое время он проводит с коллективом, со своим коллективом, работая. Слушай, 3 года практически мы с тобой знакомы со времен Атланты, когда мы с тобой... Нет, не Атланта. Помнишь, Кёльн 2017-го, по-моему, да. Да. Это было после. Помнишь наши дискуссии, политика, все на свете, что мы только не обсуждали вот там, вот на курилке. Вот. И в Атланте мы с тобой впервые схлестнулись в парке ночью. После турнира. Да. Ну, Тогда... далее историю молчит, что мы там все делали. Мы там, нетворкинг у нас там происходил. Жаркое общение, обсуждение, дружеское, теплое. Короче, тогда я тебя... After-party. Да, after-party. Я тебя тогда помню крепким, здоровым парнем, с бородой, с кучеряхами вот этими солнечными. И сейчас ты стал совсем другим человеком. Я тебя могу даже, я думаю, не узнать в какой-то момент. Ну вот, Я если сам себя сравнивать не с тем помню парнем. таким, какого ты сейчас описала. Как Сложно это себя произошло? Что вспомнить. случилось? Почему так резко ты изменился? Короче, не планировал, я не знаю, почему так произошло, но по порядку. Да. В 2016 году, во-первых, из-за того, что я очень много времени провожу с Жекой на турнирах, проводил раньше, с менеджером Нави, мы подружились хорошо, и у нас много общих тем. Вот. И питание — это одна из тем. Он давным-давно вегетарианец. И как бы он со мной делился этим опытом изначально. А в 2016 году все как-то так подошло к тому, что и я решил попробовать. Ну, что именно я решил попробовать? Я просто отказался от мяса, и все. Вот. Но еще была причина. Я постился на Великий пост, получается, 40 дней в году. И я понимал, что раз в году на 40 дней отказываться от такого большого перечня продуктов, это сложно. И я искусственным образом себе делал перерывы в питании в течение года. А потом решил, что вот к 2016 году решил, что вообще можно и от мяса отказаться, потому что и не хотелось. С того времени я перестал есть мясо. Но я не менялся в тот момент. Это 2016, 2017, там, 2018. Да, я помню прекрасно. Да, у меня была борода, кучеряхи. Да, я был крупный. А реально, вот я так понял, что тело меняется, когда я отказался вообще от продуктов животного происхождения, от молока, сыра, творога, всего вообще, в принципе. И от рыбы в том числе. Это произошло в начале 2019 года. Да, это прям резкий Вот. был скачок. И я прям сильно почувствовал, что тело меняется. Тебе Вот. нравятся эти перемены? Да, мне перемены нравятся в принципе, неважно даже с каким... на самом деле я вот просто хочу поделиться своим опытом. И самое главное, что я понял в этих экспериментах с питанием, что это не напрямую связано со здоровьем. Это, конечно, задевает вопросы здоровья, это влияет в комплексе на твое здоровье, но в первую очередь, по моим личным ощущениям, это больше влияет на чувствительность твою и эмоционально-психическую, и даже физическую какую-то чувствительность. То есть я начал более осознанно относиться к тем вещам, которые я кушаю, к тем продуктам, к примеру, я что-то могу съесть, и я чувствую, оно плохо усваивается, как-то что-то, значит, я не буду уже потом это есть. Раньше я вообще ничего не перебирал, у меня все летело в топку. То есть просто меняется чувствительность. Ну и как следствие меняется, конечно, в принципе, общий тонус, энергетический тонус. Вот. Но и еще, конечно, очень, наверное, поддал я с физнагрузками в 2019 году. Заслуга большая лежит на моих друзьях. Вот. На моем одном хорошем друге из Харькова, Сережа, он начал тренировать просто индивидуально даже меня и Даню в начале года. Вот он случайно появился в нашей жизни вообще, в моей так точно, просто.
И однажды меня с собой там то ли Даня позвал, то ли... Я не помню, как первый раз я пришел в зал, но так получилось, что меня начали тренировать боксу. Вот это Вот. внезапно, кстати. Это произошло внезапно, и меня это очень сильно вовлекло. Я начал интересоваться не просто тем, какие упражнения делать, чем тренироваться, а вообще, в принципе, видом соревнований, дисциплина единоборства. И помимо всего, я еще и бегаю, я еще и катаюсь на велосипеде, прыгаю с парашютом. А ты не думал это все совместить и, например, в Iron Man поучаствовать? Вообще, ты знаешь, изначально, когда-то лет 5 назад у меня тоже друзья были, которые... Я рядом с ними тренировался, но у меня не было таких сильных нагрузок, а они себе ставили цели на Ironman, сначала триатлон, турниры на Ironman. И я как бы вовлекаясь в эту всю движуху, я тоже тренировал и велосипед, и бег, и плавание, целый год плавал, но, понимаешь, это классные нагрузки, кардио, это кайфово, я люблю ими заниматься, но мне больше нравятся интенсивные, динамические какие-то виды спорта, где есть контакт с людьми, где есть... какая-то задача конкретная, что-то сделать. Да, вот получаешь по щам в ринге, вот сразу все, жизнь меняется. Начинают, значит, осознавать, что ты можешь быть там и под трусом каким-то, закрываешь глаза, и когда ты психанешь внутри себя, когда ты скажешь, задолбала, типа, давай работать, начинает уже что-то получаться, начинаешь расслабляться и получаться. Это же переносится, в общем-то, и на жизнь, и на все. Поэтому это так важно. Ну вот можно сказать, что в отсутствии, в дефиците соревновательного Counter-Strike в твоей жизни это становится таким заменителем такой сублимации, и ты находишь выплеск своей спортивной агрессии в этом? Нет, Разве вообще нет. Я давал всю жизнь физнагрузки, я занимался спортом на любительском уровне. Я вот как сейчас помню, когда мы с Даней переехали в 2007 году еще в Москву играть за Virtus.pro, я даже зимой выходил на пробежки утром в искусственный парк, где стояли вот такие вот маленькие деревья, знаешь, в Митино. Понимаю. Я бегал каждый день, иногда даже по 2 раза. Да, я там не занимался этим профессионально, но я давал физнагрузки. Сейчас я тоже не занимаюсь этим профессионально. 2-3 тренировки в неделю, очень свободный график, разные виды нагрузок. Для меня это скорее как исследования какие-то, как, знаете, вспомогательные какие-то вещи в жизни. И в голову приходит, что это очень важно для киберспортсмена, который всю жизнь проводит, сидя за компьютером, иметь вот такое увлечение. Ну, да. Потому что мы накапливаем очень много эмоций, агрессии, сидя перед компьютером, играя там в интернете. Часто мы раздражаемся, злимся на кого-то, и у нас это все остается внутри. А физнагрузки, спорт, через пот, через старание ты выплескиваешь это все, выходишь. То есть это один из видов, один из способов разгрузки психоэмоциональной, и которым очень многие в киберспорте пренебрегают. Но очень многие, тем не менее, в контре, например, на мой взгляд, занимаются спортом. Вот, Тенденция например, хорошая, Филипп есть. Кубский, он вообще давно. Слушай, Нео красавчик. Вот пример да. Нео мне вообще красавчик. Он напоминает молодец. твой. Я всегда его уважал, кстати, мне всегда были близки его взгляды на то, как вообще, на то, как он живет. Я видел, что он увлекается и велосипедами, он и участвовал, по-моему, даже на соревнованиях если не ошибаюсь, или не дзюдо, или джиу-джитсу. Сейчас, джиу-джитсу. Да, папа, потому что тренировал его джиу-джитсу. Да, я даже смотрел один его поединок, и мне понравилось, как он вел себя во время боя. Нет, тренд есть однозначно. И вообще есть ребята такие, как Астралис, которые задают всем тон. Да. Они как бы законодатели моды, потому что они лучшая команда мира. И они все тренируются в спортзале. Ну, там большинство из них выглядят сильными ребятами, в тонусе. Ты сменил имидж, ты светил, свеж, обеспечен, красив, и все у тебя хорошо. Сейчас у тебя достаточно времени свободного. И где? Где дама сердца, где девушка, где женщина? Почему нету у тебя, ты не замечен в отношениях очень давно? Почему так? Ну, во-первых, я просто хочу сказать, что считаю, что вот свою личную жизнь не стоит выносить. Ой, я знала, что сейчас скажешь так. Это раз. Но это объективно, конечно, ожидаемый ответ. Но если правду говорить, то у меня есть комплексы. И даже и в общении
в общении с девушками у меня есть комплексы, потому что я всю жизнь играл в Counter-Strike. Да я тебе не Это- верю. Ты в смысле? Камон! Я с тобой общаюсь 3 года, я знаю, какой ты чувак. У тебя нет комплексов вообще не с Ну, девушками. мы же с тобой не каждый день общаемся. Ну, и я Э, не совсем девушка. У меня я, конечно, есть эти замужняя комплексы. женщина. Тем более я уважаю Жеку, понимаешь, я не могу себе позволить. Да, понимаю. Истории наслышан тут недавно. Да, да, да. Не, ну если серьезно, то есть ты не можешь пойти на Это сближение. если, ну, да, не просто мне быть открытым и вот, сблизиться с человеком. У меня есть, конечно, отношения, но я бы не хотел просто о них говорить для всех. Хорошо, там занято или свободно сейчас? Занято? Свободно. Все. Закрыли вопросик. Какими ты видишь сейчас свои перспективы на ближайшие пару-тройку лет? Где ты хочешь и где ты можешь себя применить? Вот подумай об этом. Смотри, за последнее время я понял много устройств рынка, о том, как рынок функционирует киберспорта. И понимаю, что, возможно, очень органичным способом продолжить свое существование именно в сфере киберспорта. Но также я все-таки еще готов какой-нибудь год, полтора, не знаю, поиграть как игрок и параллельно готовить для себя всевозможные проекты, задачи, которые я буду заниматься уже в полной мере после того, как закончу игровую карьеру. То есть в процессе того, как вот эти 2 месяца у меня сейчас идут без команды, я вот эти все вещи начинаю уже, знаешь, по полочкам укладывать. Я начинаю уже видеть то, как я буду развиваться в будущем. Да. Вот в общих чертах это так. На самом деле ты можешь сейчас сказать все, что думаешь своим фанатам, подписчикам, которые тебя поддерживают, остаются с тобой, топят за тебя. В общем, все, что хочешь, свободная минутка. Ну, наверное, если не хотел бы привязываться конкретно к себе, я обращусь, наверное, ко всем, кто, ребята, играет вообще в Counter-Strike. Любите просто то, что вы делаете. Если вы любите играть, играйте. Играйте столько, сколько у вас есть сил. Никогда не врите себе. Если вы не хотите играть, переставайте, уделяйте внимание чему-то другому. Просто во имя любви к игре. Все, на этом мы заканчиваем. Как раз еда подоспела. На этом, да, нам уже вносят тыквенный супчик. Мы на этом заканчиваем наше путешествие по Харькову. Спасибо тебе большое. Закольцевалась наконец-то эта история. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем до свидания. Да, пока.